Всем привет! Недавно купила кабачки и не знала, что вкусненького с ними приготовить. Нашла рецепт в своей кулинарной тетрадке и вспомнила, что в прошлом году готовила такие кабачки все лето. Так что записывайте рецепт. Нам понадобится один кабачок среднего размера или 2-3 маленьких молоденьких кабачка. Вес кабачков общей сложности где-то 500-600 грамм. Нарезаю кабачок не весь, а где-то треть кабачка тонкими слайсами. Можно нарезать обычным ножом, главное нарезайте тоненько. Вот такой толщины должны быть ломтики, видите, они не очень толстые. Складываю кружки кабачков в миску, кружочки немножко подсаливаю и все перемешаю. Если у вас кабачок с толстой и грубой кожурой, тогда обязательно срежьте с него грубую кожицу. Пока отставлю в сторону, а оставшиеся кабачки натираю на крупной терке. Немного солю, перемешиваю и оставляю на 5 минут, чтобы кабачки пустили сок. В миску разбиваю 3 яйца. Вот так взболтаю. Можно вилочкой, можно венчиком. Кабачки уже постояли, видите, сколько сока они пустили. Теперь отжимаю сок, вот так. И добавляю кабачки к яйцам. Сюда же добавляю столовую ложку сметаны с большой горкой. И всыпаю 3 столовых ложки с горкой муки. Все хорошенько перемешаю. Тесто уже готово. Застилаю противень пергаментом, делаю высокие бортики. Смазываю пергамент тонким слоем растительного масла, чтобы легко было снять рулет с противня, готовый уже. Выливаю тесто. Немного разровняю, чтобы тесто равномерно разошлось по всему противню. И сверху теперь выкладываю тонкие слайсы кабачка, которые мы как раз с вами нарезали в самом начале. Духовку я уже заранее разогрела. Ставлю в горячую духовку при температуре 180-200 градусов на 20 минут. Смотрите, какой красивый и необычный корж получился. Благодаря кружкам из кабачка смотрится очень красиво, очень тоненький получается и при сворачивании в рулет не ломается. Пока отложим его в сторону и займемся начинкой. В миске смешиваю майонез. Я люблю, чтобы закуска была пикантной, поэтому выдавливаю сюда зубчик чеснока. Если не любите чеснок, то не добавляйте, но на мой вкус чеснок здесь должен быть обязательно. Добавляю сюда же черный молотый перец. Можно еще укропчику нарезать и добавить начинку, он очень хорошо сочетается. Все перемешиваем. Вот такой соус получился. И теперь этим соусом смазываю рулет. Вот так равномерно распределяю. Для начинки я уже подготовила все, что нужно. Выкладываю начинку, более-менее равномерно стараюсь разложить ее по всему рулету. Этот рецепт мне нравится тем, что его можно приготовить с любой начинкой. Можно просто смазать соусом из майонеза, сверху на соус натереть 2 штуки плавленых сырков, добавить помидоры и пару листиков зеленого салата. И уже получится очень красивый и вкусный рулет. А я еще добавляю немного отварной курицы. Вместо курицы вы можете положить, например, колбасу. А также кладу половинку сладкого перца. Перец, правда, сейчас такой дорогой стал, можно сказать, деликатес. А вы самостоятельно выращиваете перец на даче или в магазине покупаете? Поделитесь в комментариях. И теперь всю эту красоту мы свернем в рулет. Вот так, потихонечку, аккуратненько, чтобы не сломать случайно. Все готово. И буквально на час или 2 убираю в холодильник. Рулетик у меня уже охладился, я достала его из холодильника, сняла пергамент и сейчас будем нарезать и пробовать то, что у нас получилось. Рулет хорошо нарезается после холодильника, отлично держит форму. На мой взгляд, смотрится очень красиво. Если вам тоже понравился рулет, напишите, пожалуйста, в комментариях «хочу кабачки» или «хочу рулет», мне будет очень приятно. По вкусу получился очень нежный и сочный за счет помидоров и болгарского перца. Чувствуется легкий аромат чеснока, нежная окурочка, ну очень вкусно, правда? Обязательно приготовьте, друзья, а также поделитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях, пусть они тоже попробуют такую вкуснятину.
А если вы еще не подписаны на канал, приглашаю вас подписаться. Новые рецепты выходят 2 раза в неделю, а иногда и чаще. Напомню, что меня зовут Олеся, вы на канале Готовим дома. До новых вкусных рецептов, дорогие мои, и скоро увидимся!